Что такое ВВП и почему он не показывает реальное богатство страны? Давай разберемся просто и без скучных учебников. Представь себе, что страна– это как огромный супермаркет. ВВП– это кассовый чек, который показывает, насколько денег в этом супермаркете было продано товаров и услуг за год. Все покупки, все стрижки, ремонты, айфоны, автомобили, кофе– все это суммируется и получается огромная цифра. Это и есть валовый внутренний продукт, ВВП. Звучит просто, правда? Чем больше люди покупают и производят, тем выше ВВП. Поэтому, когда по новостям говорят «экономика выросла на 3%», это значит, что чек страны стал больше на 3%. Но вот в чем подвох. Большой чек не всегда значит, что люди стали жить лучше. Например, если в стране случился ураган, и все начинают чинить дома, покупать стройматериалы, ремонтировать машины, ВВП растет. Но никто же не стал счастливее от урагана, просто разрушения заставили тратить больше денег. То же самое с войнами, производство оружия, военные расходы, восстановление инфраструктуры – все это тоже поднимает ВВП, хотя по факту разруха, потери, страдания. ВВП не различает, на что тратятся деньги – на создание или на восстановление, на добро или на вред. Для него все – просто транзакции. Теперь важный момент. ВВП – это сумма всего, но не говорит, кому достается этот доход. Если в стране появилось 10 новых миллиардеров, а у остальных людей стало меньше денег, ВВП все равно покажет рост. Он не видит неравенства. Он не знает, что один живет в вилле, а другой считает копейки. Поэтому ВВП может расти, а людям может становиться хуже. Реальные зарплаты стоят на месте, цены растут, уровень жизни падает, но в статистике все прекрасно. Еще пример. Допустим, в стране резко подорожало жилье и коммунальные услуги. Люди начинают платить больше, ВВП растет. Но это не рост богатства, это просто рост цен. Вот почему экономисты часто говорят, ВВП – это не термометр счастья. Это просто прибор, который меряет активность, но не самочувствие. А теперь давай разберемся, зачем он вообще нужен. Без ВВП невозможно сравнивать страны. Он помогает понять, насколько велика экономика и как быстро она развивается. Если ты инвестор, тебе важно видеть, где экономика растет, а где стагнирует. Если ты политик, тебе нужно планировать бюджет. Если ты просто гражданин, ВВП помогает понять, откуда берутся налоги и куда движется страна. Но когда кто-то говорит «рост ВВП – это успех», это не совсем правда. Потому что можно нарастить ВВП за счет кредитов, долгов, инфляции, военных заказов и при этом не улучшить жизнь людей. Вот почему сегодня многие экономисты ищут новые способы измерять развитие. Например, индекс человеческого развития. Он учитывает не только деньги, но и образование, продолжительность жизни и доступ к медицине. Индекс счастья, индекс экологического следа, даже индекс свободы – все это попытки увидеть картину целиком. Ведь экономика – это не только цифры. Это люди, их возможности, их будущее. Так что, когда ты услышишь рост ВВП на 3%, не спеши радоваться. Спроси себя, а кто стал жить лучше? Ты или статистика? Если хочешь понимать такие вещи просто и ясно, подписывайся на канал «Код денег». Здесь мы разбираем, как устроен мир денег, что стоит за громкими цифрами и как все это влияет на твою жизнь. Поставь лайк, чтобы поддержать канал, и не забудь включить уведомления, дальше будет еще интереснее.